Всем добрый день. А мы продолжаем тот самый день, когда еще на работу не нужно, когда взял отпуск. Да, это чуть-чуть поделил на два. Да, приехали в одно место, где не были уже год, наверное, не были или больше. И припарковав автомобиль, получили талончик. И я обалдел, только что здесь, наверное, лет 8 цена на этаже на парковку. Но самое прикольное даже не это, что там цена там, да, цена бюджетная, но цена обычно платишь ты где-то евро за час, а здесь заплатили евро за сутки. 1 евро парковка стоит на 24 часа. Я не знаю, в Германии дешевле пропарковаться только в личном гараже, и то дороже будет, наверное, потому что гараж надо в месяц тоже платить такую приличную сумму, скажем так. Нормально. Но сегодня прям день, вау. Еще позже на мотоцикле, наверное, поедем. Наверное, не знаю. Ну что, узнали, таков пейзаж. Вот вам еще раз. Вот эта вот стена. В описании, конечно же, подробная информация будет. Но здесь все просто. Мы находимся на источниках соленой воды. Здесь, получается, по этой стене стекает вода, очень соленая, с большим количеством минералов, витаминов, соли и так далее. И это все выглядит примерно вот так. То есть вода прям в настоящем времени все это льется, капает. Вон, смотрите. Здесь прям рядом подходишь, все, у тебя здесь все открывается, начинает дышать проще. Ну, вот кого там намного полезнее здесь дышать, чем в городе выхлопами. Хотя у нас уже сейчас в городе, в принципе, чисто становится экологически, да, но здесь, в этом городе, возле этих стен, тут их несколько. Сейчас чуть-чуть пройдемся. Тут есть, кстати, даже вот специальные лавочки такие. Сейчас пойдем, можно вот на лавочку присел, посидеть. Вот даже какие-то 15-20 минут возле находишься, дышишь этим. Это совсем... Даже стоит вот табличка: пожалуйста, не курить здесь, потому что, ну, как бы это лечебные эти. Достоевский. Угу. Кстати, вот, смотрите, на лавочке стоят книжки Федор Достоевский на немецком, да? Что у нас тут? Да. Ничего себе. Кто-то оставил. Бедные люди. И на одной книжке стоит Достоевский. А что там дальше? А дальше непонятно. Но очень интересно. Вот так вот приехал. Здесь, пожалуйста. Ну, здесь даже просто вот идешь. Здесь лавочка есть, вот где вот в стороне солнышко. Мы пойдем, скорее всего, туда, потому что здесь прям такая прохлада. Но это как бы лечебная, как у нас говорят, курпарк, курорт. Здесь люди вон с различными болезнями приезжают, дышат. А мы просто за компанию, потому что полезно. Недалеко от нас, но, к сожалению, в меру нашего занятости времени не всегда получается здесь находиться. Сегодня получилось. Ура! Наши же полезные кукушки. Блин, вот это... брызгает прям сверху. Смотрите, вот это вот минерал, соль, железо, все вот это вот ржавеет. Я говорю, ржавчина, но это на самом деле не ржавчина, да? Из-за того, что много железа, всякого вот этого витаминов. То есть круглый год, много лет подряд. Здесь вот такая тема. Здесь вот сливается. Там, получается, как я понял, помпа закачивает воду наверх, и она потом здесь вниз так стекает.
что у кого есть возможность, приезжайте. Оставлю в описании локацию. Очень полезно здесь находиться. Ну, если здесь несколько часов провести, то почувствуйте разницу. Прям совсем другой воздух. Здесь еще есть вот такие вот соляные пещеры Зальцгрота. Но там надо отдельно платить билет, спрашивать. Ну, тоже полезно, кстати, подышать. Так, вот у нас Зальцгрота. Так, вот. Несколько раз уже хотел. Вот она, еще раз. Тут специально на 45 минут. Короче, драйвер забронировал. Сейчас мы прогуляемся еще часик по вот этому замечательному месту. И потом 45 минут отдыхаешь. Такая специальная лежанка. То есть там климат как на море, соль, вот это вот все, да. Там где-то стоял, я проходил мимо. Короче, называется как вот соляная вот эта пещера, вот это все дела. А я, конечно же, тоже в описании поставлю про эту тему, да. И 45 минут мы там находимся, наслаждаемся. Все вот эти вот дыхательные пути освобождаем. Я не знаю, вот здесь что-то вот прям подходы вот эти вот все. Из-за этого прям сегодня не то, что такое путешествие, еще это лечебное путешествие. Посмотрим, что это будет. Мы год назад хотели уже сюда попасть, или 2. А там же вот это были маски, вот эти вот все, корона, короче, типа, ну, вот эти вот все ограничения, там нельзя было много людей. Сейчас мы пришли прям вовремя, открыто все, она говорит, ну, то есть получается каждые 45 минут, там 5-10 минут подготовки, потому что, ну, вот этих обуви, которые выходим, одеваем такие наверх, бахилы наверх, чтобы ничего там не сориться. В принципе, и потом ложимся. Смотрите, какая красота. И прям даже здесь стоишь, дышишь, это совсем другое. То есть я просто знаю, что в 10-15 километрах автобан, а здесь ты находишься, и вот воздух, как будто ты на море. И это прикольно. Так, пойдем в ту сторону. Там вот еще есть. И здесь у нас 1, 2, 3, 4. Я только 5 вижу больших вот таких штучек. Градир вверх. Я забыл, как это правильно называется. Надо будет сейчас где-то прочитать. Сколько мы 2 года назад вот здесь были? Первый раз, наверное, мы были здесь уже лет 5-6 назад. Тогда у нас еще 2 детей. Сейчас уже, я не помню, мы здесь с третьим здесь мы были вместе или нет. Но с 2 точно были. И последний раз, я говорю, я хорошо помню, последний раз мы гуляли. И очень много еще были, как по парку, в маске ходили. Кто-то уже начали маски снимать. Сейчас уже опять начинается такая тема, что маски начали некоторые одевать. Может, они болеют, я не знаю. Такие вот дела. Так что у нас буквально-таки через часик мы будем там отдыхать. Я надеюсь, ничего не будет запрещать. То есть я, может, изнутри вот этот вот покажу пещеру из соли. Там сколько-то тонн соли, короче, завезли туда. Дышать ей. Очень интересно. Надеюсь, будет какой-то эффект. Я очень на этот эффект надеюсь. Соль, минералы, витамины. Короче, соленая вода. А вот здесь вот 6 метров высотой. С 13-го года. Сооружение. Че? Давай, монтировать, давай несем. Уж полностью, да? У нас до самых локтей за Да, ладно. Она решила. Ну вот здесь хотя бы еще полностью. До локтей. Озеро. 30 секунд, 15, максимум минут.
Холодная? Вода холодная, да. Ледяная вода. Здесь соленая. Здесь он... Все, пойдем рядом. Хватит. А здесь Холодная в вода. середине с холодной водой холодная. А здесь вода пресная, смывает соль, как я понимаю. Не буду все показывать, я полностью в кадре. Это YouTube забанят, потому что в холодной воде определенные части, определенные вещи реагируют на холодную воду, да, тут мурашки по телу, там еще кое-что дыбом встает. Будем аккуратно. Вот видишь. На мне еще и током ударило. Я думал, ты меня любишь. Тут заряд был. Тут это Наверное, ну. стирается с кресью. Так, ну что, посмотрели на это? Теперь я окунаю руки. Нажала. По локти надо, да. Теплая вода. Я тебе сказала, что она холодная. Да. Я сказал, на эту полосу на руках встали. Сколько градусов вода, как ты думаешь? Градусов 10? Не знаю, надо Или почитать. 6? Надо почитать. У меня даже этот тигр на руке даже удивился. Это, не, вот когда вот сейчас вот не двигаешься, пару минут, Терпимо. секунд 10 проходит нормально, сразу первые 2 секунды такое шоковое состояние, холодное. Я даже куртку чуть намочил. Ну ладно, я как бы не снимал, я сам виноват. Надо плакать. Все, минута прошла. Да, прошла. Теперь пойдем. Мой руки там. Ну как ощущение после с холодной воды в воду? Как будто меня посолили. Тилька. Соленый огурчик. Мы писали, наши пальчики устали. Ну да. Ну что, я это сделал. Я уже это второй раз делаю. Просто первый раз, когда это делал, годика 4-5 назад, это было не так долго, но сейчас прям побольше. Ну как вот здесь стоит, это закрепляет иммунную систему. Короче, вот это вот кровообращение все, да, усиливает. И, ну да, у тебя рука резко в холодное, начинает сердце качать, горячую кровь, чтобы ты не замерз. И Streifen Sie das ab und legen Sie Arme hin und weg her. А второй, короче, я думал, это вода как пресная, ну, в России говорили пресная, здесь это, там стоит Süßwasser, то есть, ну, как сладкая. Может быть, она есть пресная, да? По крайней мере, вот. Ну, просто такая, она такая мягкая. После вот этой соленой воды вы нас сделали такой вот интересный, да? То есть там есть, а там нет. Сегодня у нас такой лечебный. Смотри, вот так вот. Вау. Здесь прямо она такая мягенькая. Против, конечно же, вот это вот вокруг вот это все соль. Здесь вот Süßwasser, да, вот это пресное. Ну, я скажу пресное. Наверное, так оно и есть. Но если нет, значит сладкое. Зюс, по идее, сладкое переводится. Сладкое, пресное. Скорее всего, я такой, если дословно переводить, конечно, сладкое, но если правильно переводить, наверное, будет это есть пресное. Ну, тут даже есть вон пакетики для собак, по идее, должны быть. Что-то закончились, чтобы они будут гадить. А может и есть. Так, у нас вон там Зальцгроту, да, вот эта вот каменная пещера из соли, она, в принципе, у нас забита. Сколько времени осталось? 15 минут. У нас 15 минут еще есть. Пойдем, наверное, еще. А вон там кафешка. Пойдем туда? Пойдем. Здесь пройдемся. Смотрите, здесь вот просто вот красивый парк. Растут розы. Вот этих вот всех заведениях. Вот здесь
ингаляторис написано, да, то есть заходишь там, чтобы именно вот эти дыхательные пути кому прочистить, там тоже дышит. Весь этот город живет на вот этих всяких санаториях, да, вот этом всем лечебном, там соль, вода, такие вот дела. Прям идешь дышать совсем по-другому. Приятно. Ну вот, кстати, вот этот вот такая терапия для рук. Прикольно было. Ну, первые 10 секунд, конечно, как-то диковато чуть-чуть. А потом, в принципе, нормально. Если не шевелить руками. А я как раз таки делал наоборот. Как только начал пальцами шевелить, то было так... Было холодно, было очень холодно. Когда не шевелил пальцами пару секунд, прям, ну, нормально. Вот эта вот штука, вот начиная здесь и заканчивая вон там, создана была в 2013 году, вот эта большая, 55 метров длиной. По весу хрен знает, теперь она еще тяжелее стала. Здесь у меня получается там бетонный фундамент есть, и дерево, здесь все подпоры. Вот бетонные блоки, деревянные подпоры стоят с правой стороны, с левой стороны, чтобы ничего-то ни в какую сторону не рухнуло, да? Как-то вот так. Ну, говорю, мы здесь были же. Мне кажется, на канале же есть видос. Ну, как бы не было. Кто пропустил тот видос, вы увидите этот видос. А мы сейчас сейчас на 45 минут же пойдем солью дышать. Мы тут, короче, решили чуть-чуть этого сладости добавить. Во. Вот эти вот невкусности. Вкусная, как в Италии. Потому что нам сейчас 45 минут солью дышать. Перед этим чуть-чуть сахар забросить. Фисташечного. Что у вас? Ладно. Интересно, у меня тоже мороженое, да? Угу. Фонтана, водичка, журчит, мороженое. Да, вон. Советские какие-то композиции на гармонии играют. Игра гармонь любимая. Нормально, да? Почти как в отпуске, когда в этом парке сидишь, вот такой отпуск. Мороженое. Угу. Солнышко. Как в отпуске, да. Очень классно. Здесь прям будни. Тут суматоха отдыхает. Нормально. Во, так. Ну что, мороженое доели, пошли солью дышать. Стекло. Ну вот, стоим здесь. Заправляйтесь для тела, для души, там, да, для души, гайст, соль, короче, 20 тонн соли. Обалдеть. Ну вот так выглядит изнутри. Мне нельзя было включать телефон. Вот так выглядит изнутри. Вот такие вот стулья. Мы были на таких нескольких стульях. Здесь соль, здесь музыка. Лечебно, полезно. И сами представьте, я уснул. Реально.
Она сказала, что можете уснуть, если что, закончится сеанс, я приду вас разбужу. Ну и вот 45 минут, ну что я сказать, минут 10, наверное, может быть 8. И вырубился. Такой. Дышать как-то прям, не знаю, ну, интересно. Витаминные минералы, короче. Соль это с Пакистана на стенке. Супер, короче. В следующий раз прием с дочкой. Ей это вообще полезно. Aber die hat 14 Kinder. Dafür sind es recht wenig Kinder. Aber da kommen Отдохнули, расслабились. Так нормально прям, слушай, ноги какие-то теперь после этого. Есть что-то есть, но даже дышать, сами вот эти вот легкие, вот этот путь, дыхание. Ну, у кого там аллергики, астматики, всем там добро пожаловать. Ссылочку оставлю в описании. Заходите, посмотрите, кто в Германии живет, здесь рядом или не рядом. Будет интересно. Но я говорю, вот там, 45 минут, когда сеанс будет, да? 10 минут я, наверное, продержался, потом все-таки вырубило. Такой еще звук, вот этот, такая морская волна. И уснул. Чувство было, как будто 5 минут находишься, но тем не менее, вот еще раз вам Градир Верк, называется Градир Верк штука. В описании все, конечно же, про вот это вот. Блин, сейчас рядом идешь, просто кайф. Красота. Да. Ну, вон приехали даже на дом на колеса, да, вот раз, два. Парковка что-то 1 евро стоит. Могу стоять теперь не хочу, да? Так. Надо как-то было крутиться, я помню, что выехать теперь. Там выезжать нельзя. Да, они так сделали. Парковку, интересно. Ну ладненько. Едем дальше. Да, здесь кирпич. Красный кирпич. Не будем заезжать под красный кирпич.